Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня я сделаю отсыпку на черном песке на такую тему. Какую тайну, какой секрет от вас пытаются скрыть любой ценой? Черный песок, он уникальный. Я пользуюсь всегда вулканическим черным песком. Его очень сложно достать. Он редкий, уникальный. Кто со мной давно, те помнят, были времена, когда я на нем и чистки делала, и отсыпки. Долго у меня его не было, и вот новая партия пришла. Так что будем делать отсыпки. Мои хорошие, черный песок, он ведь уникален не только тем, что он предсказывает, либо дает нам информацию. Он еще и негатив в себя поглощает. В этом его особенность, в этом его уникальность. Но опять же, не весь черный песок, а только вулканический. Вот. Кто практикует, кто занимается, если у вас есть поставщики либо контакты, было бы очень интересно. Итак, мои хорошие, давайте приступим к отсыпке. Загадайте, пожалуйста, на себя, на тайны, на секреты, которые от вас скрывают, прячут, и люди готовы пойти на все, лишь бы вы ничего не знали. И также попросите, если что-то прям плохое, да, криминальное, пусть песочек это все заберет, вытянет из вашей жизни, энергетически вытянет. Настраивайтесь и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, приблизительно понятно. Ну что, хорошие, давайте пойдем по порядку. Давайте начнем с самого корня рисунка. Женщина, змея, прямо на нее залазит, к груди, к шее тянется. Видите, вот образ женщины, и змея такая, знаете, на эту анаконду, либо на какого-то питона огромного похожа. Может быть, женщина в теле, может быть, с формами, да, крупная женщина. Ну, а может быть, именно таким размером показывают подлость человека, да, прям подлец из подлецов, да, прям пытается вам на грудь и на шею залезть, обвиться, да, вокруг шеи и задушить, придушить вас, либо на грудь лечь и грудную клетку продавить. Здесь вот именно речь идет о женщине-враге, о женщине-недоброжелательнице, которая через лесть, через улыбки, через красивые, теплые, добрые слова пытается вас успокоить, усыпить вашу бдительность. И вот у нее какая-то цель, да, цель вот придушить, либо придавить вас. И можно сказать, что эта женщина, она в своей цели вполне себе успешна. Да? Еще чуть-чуть, и задуманное ею случится. Если вы, мой дорогой зритель, задаетесь вопросом, как меня угораздило попасть на такое видео, почему я вообще это смотрю, вот вам ответ. Вас сюда буквально за руку привел ваш ангел-хранитель. Для того, чтобы вас предупредить, для того, чтобы вы хоть как-то смогли себя защитить. И не стать жертвой вот этой анаконды. Понимаете, уж слишком близко. Она буквально вам уже залезла на руки, тянется к вашей груди, тянется к вашей шее. У нее получается какая-то ваша подруга, либо, может быть, на работе коллега, а может быть, соседка, а может быть, какая-то родственница, да, которая очень сладко с вами общается, заигрывает, заискивает, в глаза вам постоянно заглядывает и очень теплые, добрые слова говорит. Вот она вам что-то простить не может. Либо она видит в вас соперницу, которую любой ценой хочет устранить.
То есть для нее то, что она в дружбу с вами играет, это как стратегия для того, чтобы от вас избавиться, усыпить вашу бдительность, втереться к вам в доверие и потом напасть, понимаете? Напасть. Вот этого она хочет. Почему вы думаете, у нее всегда такое прекрасное настроение? Почему она вам всегда так радуется, чуть ли хвостом не виляет, а может и виляет? Почему она бросает какие-то свои дела и вот вами интересуется, да, все про вас хочет знать? Потому что у нее к вам либо обида, либо страх. И вот ей хочется от вас избавиться. Да? Может, это родственница, может, и подруга. Кто из ваших знакомых ведет себя подобно, как я описала? Вот признаки, которые я описала. Будьте с этим человеком максимально осторожны. А лучше дистанцироваться и хотя бы на расстоянии вытянутой руки держать этого человека. Иначе потом некого будет винить. То есть вас предупреждают сейчас. То есть пока ты можешь, у тебя есть место для маневра, ты можешь немножко сделать шаг назад, может 2 шага назад, сколько получится, да, немножко отстранись от нее. Это не значит, что нужно вот прям прийти и предъявить и сказать: ты анаконда, меня хочешь сосвету жить. Нет. Просто отстранитесь, не подпускайте близко. Надо именно так поступать. Никого к себе настолько близко не приближайте. Защищайте свою грудь, защищайте свою шею, самые уязвимые места защищайте. Понимаете, дружба дружбой, но в жизни все бывает. И иногда такие друзья в жизни встречаются, что с такими друзьями и врагов не надо, понимаете? Вот четко, да, уже залезла к вам на руки, к груди и шее тянется. У нее очень дурные мысли по поводу вас, очень дурные. И тут у кого-то отыграется, что причиной, например, мужчина может быть, да, может ревнует она к мужчине, либо этого мужчину себе хочет. А у кого-то отыграется зависть причина, а у кого-то, возможно, желание занять ваше место на работе, допустим, да. У всех разные причины. Но змея слишком близко приблизилась к вашей груди и шее, у вас буквально на руках сидит. Да, надо с людьми дружить, и да, надо общаться, но слишком близко к себе никого подпускать нельзя. Никого, понимаете? Никого. Вот это правильная стратегия. А то, что у вас, это неправильная стратегия. И вас вот заранее предупреждают, чтобы вы об этом знали, да, имели в виду и что-то предпринимали. По крайней мере, хотя бы немножко отстранялись от этой женщины, да, отстранялись. И также, мои хорошие, показано, что после этой отсыпки у этой женщины, буквально вот как маркер какой-то идет, да, что-то с ней случится, что-то произойдет. Она вам на что-то будет жаловаться. У кого-то женщина будет жаловаться на мигрень, у кого-то на травмы, у кого-то заболела, у кого-то потеря произошла. То есть маркер произойдет, ее пометят. Для вас ее пометят, вы ее сразу увидите, вы сразу поймете, о ком речь шла. Если вы сейчас сидите и говорите: а кто это может быть? Поверьте, метка придет в течение 3 суток, может чуть больше, метка придет. Мне вообще идет, что раньше, буквально на следующий день, после того, как вы посмотрите это видео, у кого-то из ваших знакомых женщин, кто подходит под это описание, что-то произойдет, что-то случится, и вы сразу поймете: вот это она, от нее отстраняйтесь. Дальше, мои хорошие, здесь взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Взаимоотношения, любовь у вас есть, это прям 100%. Но с другой стороны, помимо любви еще есть третье лицо, которое вот клином лезет в ваши отношения и разводит вас буквально по разным сторонам света. Кто этот клин? Скорее всего, кто-то из родственников, либо с вашей стороны, либо с его стороны. Кому-то прям очень не хочется, чтобы вы были вместе. Очень не хочется. Причины могут быть абсолютно разные. Начиная от того, что, например, ваша мама видит для вас лучшую пару, да, и не хочет, чтобы вы с этим мужчиной связывались. И она пытается, может, какими-то заговорами, может, какими-то молитвами, может быть, какими-то конкретными действиями вас развести. Либо это, например, мама этого мужчины, которая вот вас не взлюбила, и вот вы как кость в горле, и она такая: разведу, да. Я обязательно рассорю, я обязательно разведу. Да, вот такой может быть подход. Может быть, это ребенок, который ревнует, либо ребенок мужчины, который ревнует, либо ваш ребенок, который вас ревнует. Понимаете? Что-то есть. Вот третье лицо прям лезет, клинится
и вас разводит по разные стороны света, понимаете, так, чтобы вы не просто расстались, а чтобы никогда больше и в мыслях не было там общаться, соединиться, там, да, чтобы ненавидели прям друг друга. Здесь цель и задача именно такая: развести, рассорить, разлучить навсегда. И, кстати, в левой стороне у кого-то отыграется как событие прошедшего времени, да, потому что слева, если вы с любимым человеком расстались, при этом вы друг друга очень любили, но очень плохо расстались, то вас просто развели. Развели вот так, знаете, по-тихому, да, не выдавая себя, не выдавая своей личности. Вот кто-то либо обрядами, либо ритуалами, либо откровенной ложью, да, оговорами, наговорами, сплетнями вас развел. Тут не женщина плохая, тут не мужчина плохой, да, здесь именно вклинилось, либо вклинивается третье лицо. И человек действует настолько вот мастерски, настолько аккуратно, вот знаете, как хирург, наверное, да, надрезик делает так, что его за руку не поймаешь. В лучшем случае вы всего лишь только можете догадываться, да, что, например, там мама его постаралась и такое сделала. Ну, либо мужчина, если вы, да, догадываетесь, что мама ваша и благоверная, и постаралась. Ну, вот как-то так мне идет. Так что отношения, они должны быть сугубо между мужчиной и женщиной. Для того, чтобы отношения сохранить, во-первых, нужно друг другу доверять и нужно все проговаривать. Понятно, что есть всякие обидные вещи. У вас пытаются посеять это подозрение, еще и магическим путем пытаются усилить это все. Но вы, когда любите, вы должны друг другу доверять. Вы должны с друг другом все обсуждать. Да? Не выносить ссоры из избы, как говорят. Не надо обсуждать свои личные проблемы со своими близкими людьми. Да? Если у вас есть проблема с вашим мужем, вот с ним и поговорите, обсудите, что вам нравится, что вам не нравится, что бы вы хотели поменять. Не надо жаловаться, да? Потому что эти жалобы могут все использоваться против, опять же, вашей пары. Даже не только против вас, а против вашей пары. Вот. И старайтесь так, чтобы на глазах ни у кого не ругаться. Есть проблема. Пришли домой, закрыли двери, тихо выяснили. Да, все проговорили от А до Я. Все. Договоритесь, потому что вижу, что люди любят друг друга. Но если вас уже развели, то вы до сих пор друг друга любите. Сколько бы времени ни прошло, и мужчина любит, и женщина любит. И то, что вас развели, но счастья не принесло, никому не принесло счастья. Абсолютно никому. Грустно, когда кто-то лезет в отношения, а пара только лишь подыгрывает, да, вместо того, чтобы сопротивляться, только лишь подыгрывает. Дальше, мои хорошие. Здесь кто-то намеренно, но это, скорее всего, тоже в паре, особенно вот если там муж с женой, да, кто-то намеренно пытается не пустить вас к вашей семерке, к вашему успеху. Допустим, да, муж жену ревнует, либо жене завидует, потому что жена креативная, потому что нестандартно мыслит, потому что образованная, потому что у жены все получается. И мужчина может комплексовать и плохо себя чувствовать, да, и думать, что, блин, ну как так, она такая успешная, она такая горячая, она все может, у нее все получается. А я типа там пыхчу, да, и все на том же месте стою. Также может быть ревность, да, когда мужчина думает: о, сейчас моя жена пойдет работать, значит, она там будет с кем-то общаться, встречаться, мало ли того поймут, что я ее недостоин, да, либо есть лучшие мужчины, и вот она меня там оставит и уйдет. Вот, и стану я никому не нужный, с разбитым сердцем, о боже, как я буду жить. Лучше это все, значит, предотвратить, вот, не пускать ее на работу, либо запретить ей с кем-то общаться, либо запретить чем-то заниматься. Да, вот мне идет такое: закрываю дорогу. Причем к успеху, либо к развитию, да, потому что семерка и то значит. То же самое женщина может мужчине закрывать дорогу в плане того, что она ревнует, в плане того, что она, ну, хочет его контролировать. Ну, разные типы личности бывают, да. И, например, не пускать куда-то, либо настаивать, чтобы мужчина какой-то деятельностью не занимался, но при этом, ну, чем-то другим занимался, да, вот не есть в поездке, лучше сиди под боком, там за 3 копейки ходи батрач, да, но ты будешь рядом у меня под присмотром, и вот тебя никто не заберет, вот как-то так не идет.
Понятно, что ваш партнер никогда в этом не признается. Ни мужчина не признается, ни женщина не признается. Но это происходит. Это происходит. Песочек вам поможет. Может быть, не сразу и не все уйдет. Но, тем не менее, как-то проще будет договориться. А вам со своей стороны я могу посоветовать именно настаивать. Настаивать на своем. Вам хочется работать? Настаивайте, начинайте работать. Вам хочется бизнес вести? Настаивайте, начинайте вести бизнес. Вам хочется куда-то ходить, там, не знаю, заниматься чем-то, развиваться? Делайте это. Делайте, понимаете? Это надо делать. Вы же не просто так этого хотите, вы это чувствуете, вам это нравится, вас туда тянет. И тянет вас туда именно по судьбе. Вот и все. Не дайте ревности либо зависти вашего партнера испортить вам ваше прекрасное будущее. Будьте в этом плане поаккуратнее. Так, и еще. Слоненок здесь показан в левой стороне. Слоненок хобот к вам тянет. Слоны — это обычно про здоровье, про долголетие. И также слоны про финансовую независимость и стабильность. Опять же, вы разные. Если этот слон вам вышел в плане здоровья, то есть какие-то методы, способы для того, чтобы, например, поправить свое здоровье, либо избавиться от каких-то болезней. От вас эти методы могут скрывать для того, чтобы разводить вас на деньги, для того, чтобы бесконечно по кругу вас лечить. И также вас могут лечить какими-то дорогостоящими лекарствами. Там, может, врач, не знаю, процент свой имеет, да, с этих лекарств. Лекарство не совсем эффективное, да, но оно очень дорогое. И вот там за каждый рецептик этого лекарства врач может копеечку получать. Либо врачу делают подарочки, говорят, вот 100 рецептов выпишешь, мы тебе еще подарим. Да, такое тоже может быть. Я не обвиняю всех врачей, я обвиняю только людей, которые клятву Гиппократа давали, но потом ее успешно стерли у себя там в памяти. Также могут быть моменты по здоровью, связанные с тем, что вас, в принципе, не от того лечат. Да? Человек там не назначил вам правильную диагностику, правильные анализы, либо там какая-то ошибка произошла, вместо того, чтобы проверить, уточнить. Знаете, вот такое вот, типа, спустя рукава, да ладно, пусть будет, да? И лечат не от того, что действительно болит, да? Если мы говорим про долголетие, тут, скорее всего, в вашем роду были люди-долгожители, у которых была очень долгая, продолжительная и вполне себе приемлемая жизнь. Не секрет, да, что люди с возрастом начинают страдать и тем же расстройством памяти, и там, не дай бог, деменция, да, и еще похуже, не хочу про это говорить, произносить не хочу. У меня просто прабабушка таким болела, и тут это ужасно просто. Опять же, люди могут быть в таком состоянии, что вот жизни не радуются, да, жизни полноценного человека, потому что сил нет, потому что там, не знаю, паралич скрутил или еще что-то. Слонами показывают именно полноценную жизнь. Полноценно. Может быть, вы сейчас вот боитесь, что, не дай бог, такое с вами приключится, да? Но вам бояться нечего. У вас в роду были долгожители, причем полноценные долгожители, и вам, скорее всего, по генетике это передалось. Если мы говорим про деньги, про ресурсы, про возможность иметь капитал, да, разбогатеть, слон слева тянет к вам хобот. Он маленький, это слоненок. То есть это какой-то шанс, это какая-то возможность зарабатывать и зарабатывать хорошо. Опять же, слоненок, он будет расти, пока не превратится в огромного слона. И он движется, да, он движется слева направо. Вот он, видите, ваш слоненок. Возможно, кто-то знает способы, методы, да, где можно хорошо заработать. Человек просто вам не говорит. Скорее всего, с этим человеком вы обсуждали свое трудное материальное положение. То есть, скорее всего, человек знает, как вы живете, знает, в чем вы нуждаетесь. Человек мог бы вам помочь, но не помогает. Не помогает. Причины могут быть разные. Начиная там от зависти, заканчивая просто неадекватностью. Либо страхом. А вдруг вы этого человека там перебьете, дорожку перейдете, да? Может быть, запросто может быть. Вот скрывают от вас возможность заработка. Кто-то знает, возможно, этим пользуется, а возможно, даже и не пользуется, потому что не хватает мозгов, да,
человек некомпетентен, но человек очень сильно переживает, что вдруг вы узнаете, вдруг вы разбогатеете. Вы разбогатеете, а он либо она нет. И как потом дружить, как потом жить, как этому человеку потом спать, понимаете? Бессонница замучает. Как же это вы разбогатели, а этот человек нет. Ну, вот такое тоже бывает. Ну, то есть скрывают возможности заработать. Либо, допустим, человек там хорошо устроился, на работе есть вакансии, вы спрашиваете, есть ли вакансии, я бы хотела там устроить. Человек говорит, нет, ты что, никого не берут, не попадешь. Человек просто врет, человек просто скрывает. Ну, я вам так скажу, раз слон вышел, и он к вам хобот тянет, это ваше от вас не уйдет. Что бы это ни было, это от вас не уйдет. Может быть, не сейчас, да, может быть, чуть попозже. Но слона вы своего точно встретите, вернее, слоненка. Дальше, мои хорошие, показывают мужчину, который по глупости деньги потерял. Прям по глупости, по серьезной глупости. Мужчина, который вам не хочет об этом говорить, скорее всего, уже никогда не скажет. Либо будет отнекиваться просто до бесконечности. Ему легче с вами поругаться, чем признать, что он по глупости потерял деньги. Мужчина это может быть как ваш мужчина-партнер, так и, например, родственник мужчина, и начальник мужчина, не знаю, коллега мужчина. Ну вот кто-то из мужчин, да, деньги потерял по глупости. Может быть, пьяный был, может быть, там, в общем, не с теми людьми спутался, назовем это так. Деньги потерял. А вам человек, значит, рассказывает какую-то байку о том, что вот подвели, подставили, я ни в чем не виноват, либо надо ждать, деньги появятся, деньги вернутся, деньги найдутся, да, вот какие-то, ну, истории в пользу бедных, типа вы ждите, да, а когда-нибудь что-нибудь случится. На самом деле деньги уже навсегда потеряны. Тут как бы эти деньги уже не вернешь, что только новые надо зарабатывать. Но вот не признается, даже под пытками не признается. Не хочет ронять свой имидж в ваших глазах и не хочет, чтобы вы узнали, насколько вот, ну, глупо он потерял эти деньги. Там что-то скандальная история, может быть, даже с какими-то девицами, не знаю, там, пил, гулял, а они потом его там, не знаю, ограбили, допустим. И помимо денег еще могут быть какие-то документы, например, паспорт, да, либо где-то в залог оставил, да, и не признается, говорит, вот вытащили у меня. Не знаю где, не знаю кто, вот вытащили. На самом деле это не так. По-глупому человек потерял. Отобрали, ограбили, ну, либо сам отдал. Да, может, сильно пьяный был. Вот и все. Вот такая история про деньги. Так что не ждите, не ищите. Эти деньги уже точно не вернутся. Для него, конечно, это урок. Но с другой стороны, урок не до конца пройден, да, потому что вам не признался, не получил свою, скажем так, таблетку от глупости от вас. Если бы этот человек вам признался, то урок бы ему засчитался. О чем это говорит? Это говорит о том, что ситуация может повториться. Пусть не сейчас, может быть через год, а может быть через 10 лет. Ситуация может повториться. Так что вы ему там скажите, да, что приблизительно я понимаю, что произошло с деньгами. И если ты правду не расскажешь, то такая ситуация с тобой в твоей жизни еще раз точно повторится. Надо пройти этот урок до конца. Ну а за эти деньги что? Ушли. Все, тю-тю. Вот, так что привыкайте к этой мысли, да, и не ждите. И мужчина врет. Если он говорит, что деньги скоро он вернет, либо кто-то типа в долг, да, и долг ему отдадут, это все неправда. Ну, либо это будут новые деньги. Вот как-то так вышло. Дальше, мои хорошие, показывают, что вы о себе неправильно думаете, либо к себе неправильно относитесь. Может быть, в себе чего-то не видите. Вас то ли так воспитали, но то ли вы в какой-то момент под давлением кого-то перестали чувствовать свою силу, перестали доверять себе, перестали на себя надеяться. Ну, допустим, да, вы женщина, у вас дети, вы живете с мужем, и он вам всегда говорит, что ты без меня никто, да, ты никому не нужна без меня, ты там с детьми, там, не знаю, под забором останешься, с голоду помрешь. Он врет вам, он врет, он вас запугивает. Это он без вас никто. А вы
королева, понимаете? Вы все можете. Если можете жить с этим мужчиной, значит, вы уже все можете. То же самое. Перед вами какие-то цели и задачи, а вы, например, кого-то ждете, что вот кто-то должен там посоветовать, сказать, подсказать, помочь, в конце концов. На самом деле вам никто не нужен. У вас силы больше, чем у других людей. И еще я вижу здесь людей, которые носители дара, ну, по крайней мере, интуиция, шестое чувство, да, экстрасенсорные данные у вас точно есть. У кого-то они развиваются, у кого-то они в зачаточном состоянии находятся. Но опять же, это не проблема. Все можно развивать, всем можно заниматься. Вы готовы поверить кому угодно, но только почему-то не себе. И вы еще прячете эти способности. Прячете. Может быть, вам говорили, что это плохо, либо кто-то осуждал очень сильно, да, и вы боитесь об этом сказать. Возможно, вы способны на великие вещи, но вы не приступаете к работе, вы не раскрываете свой дар, потому что у вас нет чувства уверенности в себе. Да? Вам кажется, что у меня не получится, ничего не будет, там, еще смеяться надо мной кто-то станет, понимаете? Так что, мои хорошие, будьте внимательны к себе. И вы не такая, как о себе думаете. Вы намного, гораздо лучше. Вы о себе думаете, что вы такая крошечная, а на самом деле вы просто гигантская, там, не знаю, 5 метров роста. А думаете, что вы всего лишь там 5 сантиметров. Понимаете? К себе неправильно относитесь. В себе многое и не видите, и гасите, и подавляете. Сны вам снятся? Яркие, необычные. Снятся? Если снятся, то вот это про вас. Дальше, мои хорошие, видите, вот здесь какой-то полуполоманный крест, черный крест, полуполоманный с левой стороны. Должен был быть вашим крестом, да, вот этим погребальным, или как они называются, да, погостным. Но, во-первых, он не встал, во-вторых, он сломался, и в-третьих, он вообще, ну, падает, да, падающий крест. Причем падает на того, кто этот крест пытался установить. Ну, заживо хоронили, что тут скажешь. Либо делали на вас кладбищенскую магию, да, на погосте, например, могли вас к могиле привязать, либо к мертвецу могли привязать, могли вас угостить водой. Даже не знаю, как об этом говорить, но вот не идет картинка, но я головой понимаю, что меня, в принципе, должны смотреть люди, готовые ко всему. Но с другой стороны, опять же, я не хочу, чтобы вы боялись либо пугались. И если вы чувствуете, что вы очень мнительны и вас это тревожит, просто закройте уши. Просто закройте уши. Фрагмент вышел, это все прорисовалось, это все в песок уйдет. Но вы просто закройте уши, и я скажу. Если вы готовы, я говорю. Вода спокойника, вас могли этой водой напоить. Банально напоить. Чаечек с ней сделать. Либо просто водичкой угостить, там, компотиком могли угостить. Могли супчик на такой воде вам приготовить, либо кашку. Понимаете? Страшные вещи люди творят из-за зависти, из-за агрессии, из-за ненависти. Страшные, страшнее. Я не знаю, там в фильмах ужасов такое не показывают, как иногда у людей в личной работе видишь, да, вот просматриваешь, и, честно, у меня очень часто волосы шевелятся. И я вот думаю, это ж кем надо родиться, да, чтобы на такие страшные вещи пойти. Это же как у людей фантазия работает. Но если у тебя такая фантазия, допусти ты ее в мирное русло, там, придумывай какие-нибудь, я не знаю, там, сюжеты, пиши книги, изобретай что-то. Ну зачем это делать, Господи, ну это же ужасно. Но обычно как зависть и ненависть толкают людей на такую страшную дичь. Сразу хочу вас успокоить. Крест не встал, и он ломается, и он клонится. О чем это говорит? Во-первых, это говорит о том, что у вас есть защита. Защита либо врожденная, то есть родились в рубашке, родились под счастливой звездой, вы наследник сильного рода, светлых и чистых людей, да, там защита по наследству передается. Второй момент. Вы сами родились силой, и ваша сила вас защищает, ваша сила вас оберегает. Знаете, вот как доспехи, да, как броня, она у вас, это ваша сила. Даже если вы ей не пользуетесь, не применяете, ничего про себя такое не знаете, а сила никуда не девается. Она вас просто по жизни ведет и вас защищает. И также возможен вариант, что вас кто-то спас.
Ну, допустим, вы могли в момент, когда этот крест на вас ставили, попасть кому-то на прием, кому-то хорошему, кто действительно разбирается, кто не за деньги, а по совести, да? И человек это увидел и с вас снял. Понятно, что такие вещи на личных приемах, они не говорятся. Я уже, я не помню, на этом канале, либо на другом канале я уже этот вопрос поднимала. Нельзя человеку сказать в лицо, да, что на нем порча насмерть. Нельзя. Потому что люди разные. Мнительные, впечатлительные. Да, человек может настолько сильно впечатлиться, что там к вечеру его уже не будет. Да, он будет об этом думать, и его уже не будет. Вот. Обычно, если есть что-то такое страшное, то никогда это не говорится, это не произносится. Мастер делает свою работу. Либо если мастер понимает, что он не в состоянии, не в силах, да, опять же, разные ситуации бывают. Опять же, состояние мастера очень сильно влияет. Я тоже говорила, если человек болен, да, он не в состоянии сделать чистку. Если у человека какие-то болезни, есть там хронические болезни, там, болезненные состояния, да, он не в состоянии сделать полноценную чистку, потому что он просто даже ее не вытянет. Потому что ты не можешь что-то забрать и не положить взамен. А что ты счистишь, если у тебя сил не хватает? Потому что ты болеешь, у тебя уже через болезнь отток идет. А если мы говорим про такие страшные вещи, как порча, так там совершенно другой уровень и здоровья нужен, и возможностей, и сил. Вот. Не каждый мастер может взяться, и не каждый мастер это сделает. Да? И если человек, например, мастер это видит и понимает, что я не могу, то вас кому-то пошлют, кто может, кто 100% может. Но опять же, вам не будут говорить, что у вас там порча насмерть. Кто такое говорит, это обычно говорят эти, кто выуживают деньги, да, шарлатаны, мошенники, даже не шарлатаны, а просто мошенники, которым нужны ваши деньги. У них только одна миссия – это запугать человека как можно сильнее, чтобы человек испугался и готов был, я не знаю, там, с последних трусов вылезти, лишь бы вот его от этого зла избавили. Вот там и фокусы всякие могут вам показывать, особенно на яйце любят показывать. Да что угодно могут делать. В общем, не суть, да. Вы могли попасть к такому мастеру, который увидел у вас вот эту вот ситуацию с крестом. Человек вам ничего не сказал, просто молча сделал и, ну как, убрал, сделал свое дело, и все, и вам удачи пожелал, да, вас отправил домой. То есть такое тоже могло произойти. Крест падает, и падает он именно на того персонажа, кто его пытался установить. И знаете, что еще показано? Что за этим персонажем другие люди стоят. То есть, скорее всего, это кровь от крови, плоть от плоти. Это родственники, дети, скорее всего. Вот. Ну, не зря же говорят, за поступки родителей отвечают дети. Ну, там, судя по всему, этим крестом придавит. Он уже практически упал. Там придавит того, кто делал, кто заказывал, и еще и потомкам достанется. Даже если они ни при чем, даже если вы этого не хотите. Вселенская справедливость, она работает именно так. Вот, если вы что-то произвели, будьте готовы за это ответить. Да? Такой вот момент показали. Вы не бойтесь, не бойтесь. Да, была попытка. Может быть, какой-то ужасный период жизни вашей был. Либо что-то страшное надвигалось в вашу жизнь, либо вы на волосочке висели. Тут могли отыграться и всякие аварии, и жуткие заболевания. Там в больницу попала, переломанная, либо очень больная. Могли быть и пожары, могли быть и всякие вот моменты, когда, ну, буквально, да, еще чуть-чуть человека бы не было. Ну, если вы такое пережили, это про вас. Это про вас. Моя отсыпка вам это показывает, потому что тот, кто делал, никогда не признается в том, что он делал. Возможно, вы искали объяснение, почему какой-то страшный период был в вашей жизни. Либо вот там потери произошли в вашей жизни, потому что этот крест пытались поставить и вас уложить под этот крест, но не получилось. Не получилось, и все, и на этом точка. Думать об этом, вспоминать, бояться этого уже вам не стоит. Это уже пройденный этап, да? Это уже было, это уже вы пережили, понимаете? Поэтому, пожалуйста, не нервничайте, да, не переживайте. Ну и также будьте аккуратнее с угощениями. Как я сказала, чтобы вас случайно вот такой вот неживой водичкой не угостили. Да. Это страшно.
Это очень страшно. Когда об этом думаешь, эти вот умные люди, они всегда с собой все носят, там водичку, покушать. Думаете, почему они это делают? Научены горьким опытом. Вот. А такую, значит, мертвую водичку вам кто угодно может предложить. Человек будет вам улыбаться и говорит: пей, там, да, давай, кушай. И все, и смотреть, да, с улыбкой на лице, как вы это потребляете. Поэтому будьте аккуратны. С угощениями особенно будьте аккуратны. Так, еще. Вот здесь с левой стороны у вас часы песочные. И вы из-за этих часов очень сильно нервничаете. Вам кажется, что ваше время вышло, либо ваше время ушло. Либо это ваше внутреннее ощущение, либо вам кто-то об этом сказал. Вас обманули, либо вы сами обманулись. На самом деле у вас еще огромный запас времени. Огромнейший. Тут исчисляться может и в часах, и в месяцах, и даже в годах. То есть времени у вас еще очень много. Я не могу сказать, чего конкретно касаются эти часы, потому что с левой стороны, и опять же, вы все разные, да, тут 1000 вариантов может быть, у каждого своя история. Но если вы чувствуете, что время ваше вышло, либо вам кто-то сказал, что вы не успели, время закончилось, вас обманули, либо вы сами обманулись, времени у вас еще очень и очень много. Знаете, как с запасом еще время есть. Вот, так что по поводу времени не переживайте. Дальше вот здесь информация про отца. Это чей-то отец. Скорее всего, вы без отца жили, росли без отца. И, возможно, вы даже не знаете, кто ваш отец. С правой стороны, знаете, лучше и не знать. Потому что правда, если вы ее узнаете, она может сделать вам больно. Не ругайте свою маму за то, что она вам не говорит, кто ваш отец. И не надо ее расспрашивать. Потому что каждый раз, когда вы ее спрашиваете, будто бы вы ей прямо так со всей силы в сердце нож втыкаете. Это очень нехорошая ситуация. Это правда, которая, она не просто ранит, она настолько мучает, а как пытка, понимаете? Это правда, она как пытка. Вот с этим можно сравнить. Слушайте, не знаете и не знаете. Вам это ни к чему. Радуйтесь тому, что у вас мама очень хорошая. Она вас любит, она за вас молится. Она за вас на что угодно готова пойти. И то, что она от вас скрывает, это не с целью вам навредить. Это с целью вас от боли защитить. Понимаете? От боли. Вот. Не нужно вам это знать. Не нужно. Ничего не буду говорить про вашего отца, потому что вам знать это не надо. Не надо. Примите как есть. Примите как есть. Все мы дети Божьи. Все. Кто ваш отец? Создатель наш отец. Все. Примите это как есть. Не мучьте свою маму. Либо не мучьте, может, бабушка вас растила, да? Не мучьте своего родного близкого человека, который ради вас вот так на алтарь всю свою жизнь положил. Не надо вам этого знать. И точка. Не надо. Знаете как? Меньше знаешь, крепче спишь. Вот и все. И искать тоже не надо. Ни к чему хорошему это не приведет. Ну, если, конечно, вы мазохист и хотите под пытки попасть, ну, тогда ищите. Ищите, да, найдете, может, со временем. Скорее всего, найдете со временем. Но это будет очень больно, и это с вами останется до конца ваших дней. Хотите в пытках быть? Я думаю, не хотите. Лучше не надо. Еще раз говорю, ваш отец – это Создатель. Он всех нас создал. Все мы братья и сестры, все мы Божье творение. Вот и все. Не надо вам это знать. Так, еще мне показывают мужчину, который, буквально с вас глаз не сводит. У мужчины к вам безумные чувства. Он пылает к вам чувствами, но при этом он всегда с холодным и отстраненным лицом. То есть, буквально человек вам говорит, что ты мне не нужна, ты мне не интересна, вообще не хочу с тобой общаться. А с другой стороны, да, вот когда никто не видит, когда вас нет рядом, то человек, следы ваши целует. Знаете, вот эта песня была «Я готов целовать песок, по которому ты ходила», да? Не помню, кто пел, что-то из далекого прошлого. Что-то прям вспомнилась мне эта песня. Буквально настолько у человека чувство, что да, он готов даже ваши следы целовать. Песок, по которому вы ходили, готов целовать.
Почему он не говорит о своих чувствах? Почему он так тщательно скрывает? Почему прячется за этой маской равнодушия? Человек немножко нездоров. Давайте скажем, как есть, да, потому что здоровый будет, на такой не пошел. Этот мужчина скрывает свои чувства и прячется за маской равнодушия, потому что очень сильно боится быть уязвимым и зависимым. То есть он считает, что если вы узнаете, что он вас любит, то вы будете этим пользоваться, что вы будете им манипулировать, управлять, ну и всячески там над ним издеваться. Это ущербная позиция человека закомплексованного, неуверенного в себе, и человека, который, возможно, никогда в жизни не любил. То есть он любит, но он боится этих чувств. Он любит, но он боится, что вы, вот, объект его любви, будете пользоваться тем, что он вас любит. Может быть, еще у кого-то отыграется, что мужчина уже был в таких зависимых отношениях, когда он любил, а его там, извините, как половой тряпкой считали, да? И он там прям мучился, страдал из-за этой любви. И ничего не мог поделать. Да? Может быть такое. А может быть, человек вообще никогда не любил, и эти чувства его пугают, потому что он теряет контроль и над собой, и над ситуацией. Его это страшит, и он как бы пытается всячески отгородиться от этой любви. Уж не дай бог вы там узнаете и вдруг этим воспользуетесь. Немножко нездоровая позиция. Вот. Вам, скорее всего, то ли обидно от того, что он так себя ведет, то ли вы не подозревали, что он влюблен, вы, например, сотрудничаете с этим человеком, либо в каких-то отношениях находитесь, там, творческих, дружеских, родственных, и вы все время думали, почему этот человек так на меня крысой смотрит, да, агрессивит, холодный, молчаливый, как камень, да, потому что этот человек вас любит. Так что дурного не берите в голову, человек вас любит, но вот таким способом пытается и себя привести в порядок, и от вас скрыть свои чувства. Да, вот равнодушием, либо холодностью, либо, наоборот, какими-то наездами на вас, претензиями в вашу сторону. То есть не подпускает вас к себе. Мои хорошие, на этом у меня все. Прям немножко устала. Такая информация была тяжелая. Берегите, пожалуйста, себя. После этой отсыпочки вы прям почувствуете, как-то поспокойнее станете, спать лучше будете. А кому-то из вас, особенно чувствительным людям, ночью приснится сон. Сон, который будет вещий. Да, потому что черный песок все блоки снимает. Если было что-то заблокировано, каналы связи были заблокированы, все это уйдет. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо. Всем пока-пока.